Всем привет! Сделаю небольшой ролик. Хотелось рассказать, как отреагировали канадские СМИ. Вот тут солнышко светит. Как отреагировали канадские СМИ э, на то, что Труда опозорили, в принципе, в парламенте, в европейском. Ставил ролики. Говорили все правильно, говорили как есть. Ну вот, я думаю, смогут как-то отреагировать канадские СМИ или нет. Вначале, конечно, они ничего не писали, молчали, тихо, спокойно себя вели, но потом уже у них не было выбора, потому что такие, как я, начали тагать их везде, над каждым таким роликом, и их, и Трудо. Как бы ролики вышли на улицу, так сказать, и уже заткнуть их было нельзя, так пришлось им как-то отреагировать. И вот появилась статья 25 марта от CBC, от канадского пропагандического канала, а иначе его не назвать, потому что, если СМИ получают 1,2 миллиарда долларов в год от нынешнего правителя, понятно, за кого они будут агитировать и так далее. Вот такое вот интересное название такое, что у Труда была очень тяжелая критика в Европейском парламенте на этой неделе. Давайте посмотрим, кто его атаковал. Я думаю, может, что-то напишут интересное. Вот они, написали. Значит, вначале они, конечно, сказали, что чуть-чуть, что такое Европейский парламент, что второе по величине парламент в мире, но он не такой, как все парламенты, он чуть другой. И что сказали, что вот Трудо там выступал, говорил о поднимающейся опасности для демократии. Это он любит всегда говорить. И он получил очень гневные обратные ответы от некоторых членов парламента европейского. Я тут иду по статье, и вот говорю вам. Конечно же, написано, что там парочку человек, и что они все популисты, и они против вакцинации. Вот эти вот члены Европейского парламента, которые считали, что Трудо нарушил права человеческие, так как он отреагировал на протест в оккупированной Канаде. Вот смотрите, видите, тут оккупированная Украина, сейчас они уже говорят оккупированная Оттава, извиняюсь, не Канаде, а оккупированная Оттаве, которые и написали, что это все, реакция пошла очень сильно по социальным сетям, поэтому надо как-то отреагировать. Сказали, что Трудо принял чрезвычайный акт, первый раз за всю историю в феврале, чтобы дать полиции и остальным сверхсилы, чтобы разогнать демонстрантов. Написано сразу же, что большинство членов парламента не просто бурные овации, а стоя встречали его с бурными овациями. И что набралась куча народу, чтобы посмотреть на Трудо. И вот после того, как Трудо поговорил, несколько из 705 членов парламента из 27 стран были приглашены ответить Трудо на его базар. Вот. Опять же, ничего нового он там не говорил, как всегда, что вот надо бороться за демократию, туда-сюда. Вот. И, значит, потом идет сразу такая часть, что кто же они, те самые плохие люди, которые атаковали нашего премьер-министра. Поливаются грязью все, кто там это вот. Они все против вакцины, один этот хорват обвинял Макарона, я его называю Макароном, обвинял Макарона в том, что он убивает людей своими мандатами вакцинации и так далее. Вот такие вот плохие люди. Там немцев вообще там было двое, обвинили в том, что они вообще нацисты, но это Трудо, опять же, заметите, политику Трудо. Если кто-то не согласен, значит он нацист. Вот. Сказал, что они нацисты, причем странно видеть нацистов, которые выступают за свободу слова, за демократию и так далее. Вот. Значит, потом они еще чуть полили их грязью. Этот хорват, как я сказал, он обвинял французского президента в том, что он убивает своих граждан из-за того, как он из-за его
политики мандатов, вакцинации и так далее, насильной вакцинации. И еще раз, и его один раз не впустили в парламент в европейский, потому что он не хотел показывать свой паспорт вакцинации. Про немку сказали, что она член партии, который выступает против эмиграции. Но я ничего плохого против иммиграции нету, сам иммигрант, и в Канаде куча иммигрантов, в принципе, все иммигранты и так далее. Но если вы помните, как в Германию валят просто со всех горячих точек мира, и все валят в Германию, потому что там неплохо живется, и вот она выступает против иммиграции такой, безограниченной, скажем так. И ее, конечно же, тут, я не знаю, называют, что она крайне правая партия, хотя я вот чуть-чуть зашел в этот, посмотреть насчет AfD, они там тут в CBC говорит, что немецкий суд признал, что они заподозрены в посягательство на демократию, и призвали следить за ними, как бы секретным службам, проверять, что это вот. Те ответили обратно, сказали, что всех экстремистов они со своей партии выкинули, что они разделились и так далее. Ну, там идет, короче, у них базар. Вот если у меня подписчики из Германии, будет интересно, я, может быть, попробую чуть-чуть больше про это проверить. А если у вас есть какие-то интересные данные для меня, помочь мне, пожалуйста, пишите мне в Телеграме. Буду рад. И что идет дальше? Вот дальше идет еще интереснее, что после того, как они просто обосрали тех, кто выступал против труда, опять же, это политическая линия этого издательства CBC, они все время это делают, как бы я не удивляюсь абсолютно ничему тому, что они сказали тут. Потом они обосрали еще и сам парламент европейский. В принципе, они сказали, что чуть-чуть рассказали про парламент, 788 мест, 705 депутатов, и написано, что в принципе они ничего ни на что не влияют, ничего не решают. Ну, типа вот как бы немножко опустили Европейский парламент, я тогда не понимаю, нафига он вообще нужен. Сказали, что они могут принимать там чуть-чуть законы, то все, но в принципе их вообще не слышно, не видно. Вот поэтому как бы на это в принципе обращать внимание не надо. Я так понимаю, что если бы его в американском конгрессе немножко отделали, то они бы как бы, может быть, не могли бы такое сказать, но я уверен, что если завтра Трудо пойдет в американский конгресс и попробует там что-то говорить, то я знаю, что есть достаточно республиканцев, которые его уделают еще похуже, чем эти европейцы, потому что многие сенаторы выступали уже и говорили, что они о нем думают, и кто он такой вообще, и так далее. Ну и я не знаю, если вы помните, но Трамп вообще когда-то сказал, что Трудо двуличный лицемер, как бы, и вообще просто как бы не человек нормальный. Вот, да, это Трамп. Ну, Трамп любит говорить, что думает, и так впрямую, без всяких таких политических каких-то рамок. Он просто там заявил, если будет интересно, напишите, я найду, что тогда он сказал про Трудо. Но было очень смешно, смеялись очень многие, все, кто не любит Трудо, все смеялись. Ну, как обычно. Вот, ну, короче, вот такая вот интересная статья с канадского пропагандического канала, который никак не закроет. Он был в очень больших проблемах, пока Трудо не начал его спасать и не начал давать ему больше $1 миллиарда в год, чтобы они все-таки могли как-то за него что-то хорошее говорить. Вот. И опять же, тут они не пишут, что именно сказали эти депутаты, которые выступили против Трудо. Хотя, опять же, те, кто видел мои ролики, ну, и те, кто следил за конвоем свободы, те, кто видел мои ролики про конвой свободы и так далее, ну, как бы эти депутаты могут принадлежать к любой партии. Крайне правой, крайне левой, это не важно. Важна суть того, что они говорили. А говорили они как раз очень даже правильные вещи. Ничего плохого не сказали, как бы сказали все как есть. Сказали, что Трудо поступил с конвоем как диктатор, как тиран, задавил его, затоптал лошадьми и так далее, как бы. Ну, вот такая вот как бы статья от CBC. Надо было им что-то сказать, потому что просто уже действительно эти ролики пошли серьезно по соцсетям. И как бы, если ничего не сказать, как бы Трудо про это ничего не сказал. Но кто-то же должен его защитить. Ну вот они вышли на его защиту. Вот, хотя, если посмотреть оппозиционные издательства, такие мелкие, которые чуть ли не подпольные, они как раз более серьезно к этому отнеслись. Не обсирали ни Европейский парламент, ни депутатов, которые говорили, в принципе, правду. Ну, вот хотел только сказать вам, как у нас в демократической Канаде
э, нету пропаганды. Вот, знаете, они закрывают, тут у нас в Канаде сейчас закрыли РТ, закрыли это вот, сказали, что закрывают эти каналы, потому, ну и по всей Европе, конечно же, потому что они пропагандируют власть Путина, правительство Путина, который ведет себя как диктатор, и который есть диктатор. Байден вообще сказал, что он убийца и так далее. Вот они у нас тут закрыли эти каналы. Я помню, я тогда написал, как бы, а что насчет CBC, вы не хотите закрыть? Потому что он тоже пропагандирует правительство Труда, который ведет себя как диктатор, который просто плюет э, на все права людей, как бы, в Канаде. И вот они сейчас, кстати, проголосовали вроде как, что не собираются убирать федеральные мандаты насчет короны. Хотя главный доктор Канады, федеральный, сказала, что вы знаете, что надо уже прекращать с этими вакцинациями, с этими паспортами, потому что уже доказано научно, что против омикрона, например, эти вакцины не действуют. А у нас, кстати, вот те, кто 2 раза были вакцинированы, они, в принципе, уже как прошло больше, чем 8 месяцев, так и подавно не действуют. Вот, так уже вообще ни на что не действуют эти вакцины. А 3-ю никто не хочет бежать делать, потому что, ну, нет смысла. Вот. И даже с тем, что этот федеральный доктор вот так вот выступил, они до сих пор не хотят поднимать мандаты, потому что если уберут мандаты, им придется прекратить чрезвычайное положение в стране. Не чрезвычайный акт, не путайте, у нас до сих пор есть чрезвычайного акта нету, а вот чрезвычайное положение по стране есть, которое дает им право просто забивать на конституционные права людей. Вот. И если они отменят вот эти вот мандаты, им придется отменить и вот это вот чрезвычайное положение. У нас в провинции, например, уже отменили его, потому что отменили мандаты, отменили положение, что нету. А вот Трудо не хочет отменять положение, потому что понимает, что как бы с положением уйдет и та неограниченная власть, которой он пользуется. Ну, вот так вот немножко о Канаде. Если вам что-то интересно, в дополнение пишите, как бы, и на Телеграме мне пишите. Вот я в каждом ролике ставлю в описании свой Телеграм. Люди меня находят, пишут, очень рад, и общаемся, как бы, и стараюсь всем ответить вовремя. И как бы, ну, приятно действительно. Ну, до встречи.